Приветствую, дорогой зритель. Ровно год назад в Онтарио была найдена собака. Она была в заброшенном месте возле шинного магазина. Лапы и морда животного были заклеены изолентой. Это могло привести к тому, что собака могла бы задохнуться или даже погибнуть от удушья. Но ее вовремя нашли. В обществе помогли животному выжить. В этот раз сотрудники компании спасли собаку, а также узнали шокирующие подробности этой истории. Оказывается, хозяин 8-летней собаки Джастис решил ее усыпить. Для чего? За то, что у его внучки аллергия на животных, и собаку больше не хотят держать дома. Искать новых хозяев никто не стал. А хозяин Джастис отдал своего пса Майклу, чтобы он выполнил черную работу. У Майкла были деньги на приют и усыпление, но он даже не думал туда ехать. Он просто присвоил деньги, а собаку обмотал изолентой и выбросил, рассчитывая, что она скоро погибнет. В феврале 2016 года Майкла Хилла приговорили к 2 годам лишения свободы. Но это не все, кроме 2-летнего заключения ему присудили 3 года испытательного срока. Целых 25 лет мужчине нельзя не только заводить своих животных, но даже жить рядом с ними. Законодательство Онтарио о жестоком обращении с животными самые жесткие в Канаде. Это вызвало удивление у людей. Они были рады такому суровому наказанию. Как только Джастис попала в руки ветеринаров, она уже была на грани смерти. Девочка почти не могла двигаться и дышать. В районе подбородка остались глубокие незаживающие шрамы от изоленты. В течение долгих месяцев Джастис приходила в себя после пережитого ею ужаса. С июня 2016 года ее увезли в новый дом и окружили любовью. Люди не могут нарадоваться на питомца. А теперь еще и специальное общество придумало что-то особенное. Они создали серию игрушечных плюшевых собак в виде Джастиса. Белый шрам на игрушечных мордочках напоминает о жестокости человека. Каждая игрушка стоит $30, а вырученные средства идут на спасение животных, пострадавших от жестокого обращения. Хорошо, что для Джастис все хорошо закончилось, правда? А как ты считаешь, ее мучителя правильно наказали? А теперь другая история. Холод и морозы очень небезопасны для наших четвероногих друзей. Некоторые люди думают, что если у животного густая шерсть, нет повода беспокоиться о том, что оно может замерзнуть. Но это далеко не так. На самом деле собаки, особенно домашние, очень тяжело переносят мороз. Это история о мужчине, который как-то просто шел по своим делам и заметил дрожащую собаку на обочине. Было понятно, что животное очень замерзло. Его оставили возле отделения почты, привязанным к столбу, так что шансов убежать у него не было. Наверное, хозяин пса решил зайти на почту, оставив собаку снаружи, не обращая внимания на факт, что температура воздуха в тот день опустилась ниже минус 18 градусов. Судя по всему, человек задерживался, а собака замерзала. То, что сделал этот человек, увидев бедное животное, просто невероятно. Он сел на колени, взял собаку на руки и обнял ее, пытаясь отдать животному немного своего тепла. Так он прождал, пока за псом не вернулся хозяин. Страшно подумать, чем могла закончиться эта история, если бы человек вовремя не пришел на помощь бедной собаке. Будь внимателен и не оставляй свое животное на морозе. Также тебя должны насторожить следующие симптомы: дрожь, слабый пульс, животное зовет на помощь, холодные уши и конечности. Переохлаждение может привести не только к простуде и обморожению, но даже к летальному исходу. Поэтому, хозяин, будь бдителен и не оставляй своего питомца на морозе, а также реагируй, если увидишь, что животное на улице замерзает. А теперь другая история. Я всегда в ярости от рассказов о животных, с которыми плохо обращаются случайно или намеренно. В этой истории рассказывается о красивом золотистом ретривере по кличке Космо, тело которого было прострелено стрелой.
Когда ее хозяйка увидела маленькую надпись на стреле, она тут же обратилась в полицию. Космо — любимая собачка семейства Редик. Он является важным членом семьи, с которой участвовал во всевозможных приключениях. И вот однажды владелицы Космо позвонили и сообщили то, чего никто не хочет слышать про своего питомца. Соседка Кристин сказала, что Космо лежит у нее во дворе и что он серьезно ранен. В то время как наша соседка вернулась с работы, она обнаружила, что Космо сидит на ее дворе со стрелой в груди. Кристина кинулась к тяжело раненому, но находящемуся в сознании Космо, который лежал в траве. Женщина отвезла Космо в ветеринарную клинику, где доктор сказал, что у нее есть два варианта: либо усыпить собаку, либо прооперировать его. Кристина и ее семья выбрали второй вариант, и, к счастью, операция прошла успешно. На рентгене было обнаружено, что стрела прошла в нескольких миллиметрах от сердца и легких Космоса. К счастью, доктор заверил, что через некоторое время золотистый ретривер полностью восстановится. Не было известно, кто сделал это преступление, но вскоре полиция нашла ответ. На стержне стрелы было указано имя, оно принадлежало 16-летнему соседскому мальчику. Подросток рассказал полиции, что стрелял в собаку, и отрицал то обстоятельство, что сделал это намеренно. Он сказал, что принял Космо за кота, которого пытался отогнать. «Я рад, что у Космо есть будущее. Надеюсь, он не испытывает боли и забудет, что такое когда-то случилось с ним. Пусть он наслаждается жизнью, которая ему по праву принадлежит». А теперь другая история. Белла, лабрадор шоколадного окраса, и Майкл, военный моряк в отставке из Небраски, США, были неразлучны 9 лет, с того момента, как Майкл впервые внес щенка в свой дом. Одним весенним днем хозяин и собака, как обычно, отправились на прогулку. Майкл заметил, что собака тяжело припадает на левую переднюю лапу, и решил показать своего друга ветеринару. Ужасная новость стала для него полной неожиданностью: у Беллы рак кости. Прогнозы ветеринаров были неутешительны. Майкл отказался усыплять собаку, и тогда ему предложили немедленно ампутировать пораженную лапу. Но когда Белла очнулась от операции, тесты показали, что болезнь уже поразила легкие. Белла умирала. По оценкам специалистов, ей оставалось жить не больше 6 месяцев. И тогда Майкл решил, что должен как можно больше времени проводить с ней и сделать последние месяцы жизни своего друга по-настоящему особенными. «Я не мог представить, что однажды приду домой и найду ее мертвой», — объяснил Майкл своим друзьям. Мужчина собрал вещи и вместе со своей собакой отправился в путешествие по стране. Ветеринары ошиблись. Уже без малого год человек и собака колесят по стране. Белла обожает купаться и наслаждается каждой минутой жизни рядом с любимым хозяином. Неразлучный дуэт живет либо в машине Майкла, либо ночует у друзей и незнакомых людей. Майкл рассказывает о своих приключениях в социальных сетях, и за ними с интересом следят миллионы глаз. У Майкла и Беллы уже есть свои фанаты в сети, они поддерживают друзей, предлагают им кров и пищу, болеют за них всей душой. В течение нескольких лет Майкл одного за другим потерял 2 близких людей и потому просто не смог смириться еще с одной потерей. Отправляясь в путешествие, он надеялся, что ветер перемен поможет ему залечить душевные раны. Когда видишь, как человек уходит из жизни, так и не решившись на то, о чем всегда мечтал, начинаешь задумываться. Мне кажется, что наше с Беллой путешествие — это именно то, что я должен сейчас делать. А что же Белла? Ее болезнь не отступила, но развивается медленнее, чем предсказывали специалисты. Каждую минуту собака проводит с любимым хозяином и выглядит абсолютно счастливой. Может быть, именно счастье стало для нее лучшим лекарством.